Войны случаются на протяжении всего существования человечества. Это катастрофа, которая происходит вновь и вновь, словно мир без войн невозможен, а их причины лежат в самой человеческой природе. Так ли это? Или войны связаны с устройством нашего общества? Что важного об этом могут рассказать феминистки, и при чем здесь патриархат? С 70-х годов 20 века ученые работают над системами раннего предупреждения конфликтов, которые помогают предсказывать войны. Обычно такие системы учитывают множество различных параметров, например, уровень ВВП, коррупции, детской смертности по причине бедности. Феминистские исследовательницы еще с 90-х годов 20 века утверждали и исследовали связь патриархата, гендерного насилия и войны и милитаризма. Однако только в последние 2 десятилетия эти теоретические рассуждения стали подкрепляться также статистическим анализом. Например, политическая теоретикесса Мэри Каприоли предложила добавить в систему раннего предупреждения конфликтов показатель гендерного равенства и измерять его через то, как давно женщины получили избирательное право, какую долю рабочей силы они составляют, насколько представлены в парламенте, а также какой в стране уровень рождаемости. По результатам количественного анализа оказалось, что равноправные страны реже угрожают другим государствам и реже используют насилие как инструмент международной политики. Исследование Валерии Хадсон, Мари Каприоли и других показывает, что уровень физической безопасности женщин в отдельной взятой стране демонстрирует сильную статистическую связь с вероятностью начала военных действий или агрессии в отношении соседей со стороны этой страны. Феминизм позволяет рассматривать войну и гендерное неравенство как части одной системы, где власть принадлежит мужчинам. Речь идет о патриархате. Профессор Бен Уотхэм в своей статье про армию для мировой энциклопедии маскулинности пишет, что война и насилие, акты вторжения, захвата и убийства – это буквально и символически маскулинистские, то есть патриархальные практики. Это хорошо видно на примере военной риторики, в частности, на примере того, как политики говорят о ядерном оружии. Когда в 1998 году Индия провела первые успешные испытания ядерной бомбы, лидер индуистских националистов Бал Такери заявил: «Мы должны были доказать, что мы не евнухи». А вот твит бывшего президента США Дональда Трампа, в котором он отвечает на угрозы Ким Чен Ына применить ядерное оружие. Проинформируйте его, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка. И она гораздо больше и мощнее, чем его. И моя кнопка работает. По мнению исследовательниц Кэрол Кон, Фелисити Хилл и Сары Рудик, цель подобных фалоцентричных высказываний – показать, что политик достаточно маскулинный или мужественный, чтобы вести свою страну на войну. Патриархат – система, дающая привилегии мужчинам, особенно мужчинам, которые соответствуют определенному типу маскулинности. Маскулинности, которая приравнивает силу к насилию, а безопасность – к готовности силу применить. Ядерное оружие – это кульминация такой системы. Это предельный инструмент насилия, доминирования и контроля. Феминистки убеждены, общество будет верить в необходимость ядерного оружия до тех пор, пока в нем доминирует представление о превосходстве маскулинного над феминным. И чтобы переломить это представление, важно изменить то, как мы говорим и помним о войнах. Кинематограф и литература героизируют фигуру солдата. Это мужчина, который совершает подвиг, защищает слабых, исполняет долг перед Родиной. Война сакрализуется и оправдывается высокими целями. Исследователь Сертан Сарал, ссылаясь на работы ряда феминисток, предлагает посмотреть на национальные военные мемориалы. Павшим за Родину, вечная слава героям. Статные и сильные фигуры вызывают восхищение и уважение. Сарал пишет, что это не отражает реалий войны и не побуждает к дискуссии о том, как предотвратить насилие в будущем. Вместо этого государство часто использует мемориалы, чтобы взращивать у граждан чувство национальной гордости. Любая критика военных действий встречает как общественное, так и государственное сопротивление. Когда Светлана Алексиевич впервые опубликовала книгу «Войны не женское лицо», из нее вырезали наиболее жестокие фрагменты. Вот как сама Алексиевич пересказывала слова советского цензора. Кто пойдет после таких книг воевать? Да, нам тяжело далась победа, но вы должны искать героические примеры. Их сотни, а вы показываете грязь войны, нижнее белье. У вас наша победа страшная. Чего вы добиваетесь? Феминистки обращают внимание и на то, что на победе или поражении война не заканчивается, и существует так называемое медленное или долгосрочное насилие.
Это голод и болезни, экологические катастрофы, неразорвавшиеся снаряды, насилие со стороны вернувшихся с войны солдат. От него в большей степени страдают самые уязвимые группы – женщины и квир-люди, этнические меньшинства. Такие последствия войны сложно поддаются подсчету. Профессорка антропологии Салли Энгл Мэри посвятила целую книгу тому, что она называла соблазнительностью количественных данных. Количественная оценка способна сделать вещи видимыми, но также и делать другие вещи невидимыми, те, что не поддаются измерению. Так что это, с одной стороны, очень привлекательно, но, с другой стороны, у этого есть и недостатки. Преобразование широких нормативных идей в цифры сужает то, на что вы смотрите, уводит от целостной картины в очень узкую, гомогенизирует сложные группы населения и поэтому может привести к упущению положения особенно уязвимых групп, что, конечно, имеет центральное значение для правозащитной практики. Поэтому феминистки призывают больше обращаться к личным свидетельствам пострадавших, называть их имена и создавать пространство, где простые люди могли бы сами рассказывать, как на них повлияла война. Пока мы живем в патриархальном обществе, войны будут повторяться. Феминистская оптика позволяет антивоенному движению обратиться к корню проблемы. И если мы хотим достичь мирного будущего, борьба с войнами должна стать частью борьбы с системами угнетения, которые лежат в их основе.